Когда начались удары по Ирану, интернет сразу наполнился прогнозами и громкими заявлениями. Но мы сознательно не стали делать видео в первые дни, потому что мунданная астрология – это не инструмент для дешевых сенсаций. Мы решили выждать время и спокойно посмотреть на происходящие события. Как я уже говорил вам, мои дорогие подписчики, 2026 год будет другим. Произойдут серьезные изменения в геополитике, а вы уже являетесь свидетелями того, что происходит вокруг нас в мире. В мунданной астрологии существуют определенные планетарные циклы, которые часто совпадают с серьезными мировыми событиями, военными конфликтами, политическими кризисами и природными катаклизмами. И особенно важную роль здесь играют две планеты – Сатурн и Раху. Чтобы лучше понять, как работают такие транзиты, давайте посмотрим на несколько реальных примеров мировой истории. Давайте начнем с одного из самых ярких событий конца 20 века – распада Советского Союза. Официальная дата, когда Советский Союз прекратил свое существование – 26 декабря 1991 года. Но если мы посмотрим на астрологическую картину того времени, мы увидим интересную деталь. 12 апреля 1991 года произошел транзит Раху. Он перешел в знак Стрельца. И вот с этого момента начинается новая фаза событий. То есть сначала происходит астрологический переход 12 апреля 1991 года. Затем постепенно начинают разворачиваться процессы, которые уже невозможно было остановить. И в течение всего 1991 года в Советском Союзе происходит серьезный политический кризис. Усиливается противоречие между республиками. Растет напряжение внутри самой системы власти. И этот процесс постепенно переходит к своей финальной точке 26 декабря 1991 года, когда Советский Союз официально прекращает свое существование. И это очень хороший пример того, как работает мунданная астрология. Сначала меняется положение планет, в нашем случае это транзит Раху, 12 апреля 1991 года, а затем события начинают постепенно разворачиваться и приходят к своему результату через несколько месяцев. И именно поэтому в мунданной астрологии мы всегда смотрим не только на саму дату события, но и на тот транзит, который запустил этот процесс. И если посмотреть на мировую историю последних десятилетий, мы увидим, что такие совпадения происходят не один раз. Теперь второй пример – ковид. И здесь тоже важно, мы смотрим не на одну дату, а на цепочку, потому что так работает мунданная астрология. Сначала включается период, потом появляются события. Первые тревожные сообщения о новой болезни появились в декабре 2019 года. Именно тогда фиксируются первые случаи в Китае. Дальше идет уже международное подтверждение масштаба. 30 января 2020 года ВОЗ объявляет чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения международного значения. А теперь ключевой астрологический момент. 24 января 2020 года Сатурн входит в Козерог. Это его сильная системная позиция, где включаются темы государства, контроля, ограничения, правил и тяжелых последствий. И уже 11 марта 2020 года ВОЗ официально характеризует ситуацию как пандемию. И посмотрите, как четко собирается цепочка. Декабрь 19 первые сигналы, 24 января 20 включается новая фаза через транзит Сатурна, 30 января 2020 года международная тревога, 11 марта 2020 года мир официально входит в режим пандемии. Запомните этот принцип. У Сатурна почти никогда не бывает все случилось в один день. Он работает через системную перестройку, которая потом отражается на всем мире. Третий пример. 24 февраля 2022 года. В этот день начинается новая фаза крупного военного конфликта между Россией и Украиной. Если посмотреть на астрологическую картину того времени, мы увидим, что события происходят буквально в преддверии нескольких важных транзитов. Первый важный фактор – это Марс. 26 февраля 2022 года Марс переходит из знака Стрельца
в знак Козерога. Марс остается в Козероге примерно до 7 апреля 2022 года. А в данной астрологии Марс всегда связан с темами военных действий, сильного давления и открытого противостояния. Поэтому именно этот период с 26 февраля по 7 апреля 2022 года становится временем активной военной фазы. Но дальше происходит еще один очень важный астрологический переход. 12 апреля 2022 года происходит транзит Раху, переходит знака Тельца в знак Овна. И транзит Раху длится примерно 1,5 года, с 19 апреля 2022 года до конца октября 2023 года. И здесь есть очень важная мысль. До 12 апреля 2022 года существовало так называемое окно возможностей, когда дипломатические решения могли изменить дальнейший сценарий. Но это окно было упущено. И после этого происходит еще один важный переход. 29 апреля 2022 года Сатурн переходит из Козерога в знак Водолея. А транзит Сатурна длится примерно 2,5 года. И именно поэтому такие процессы часто становятся долгими и системными. Когда в одной конфигурации оказываются Марс, Раху и Сатурн, мы часто видим периоды серьезных мировых потрясений. Теперь давайте посмотрим еще один пример, уже совсем недавний. Это событие мая 2025 года, когда произошло серьезное обострение между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами. Активная фаза напряжения в этом регионе пришлась на период 6 по 10 мая 2025 года. Но если мы посмотрим на астрологическую картину, мы увидим, что буквально через несколько дней происходит важный транзит. 18 мая 2025 года происходит переход Раху. Раху входит в знак Водолея. И этот транзит Раху длится примерно 1,5 года, с 18 мая 2025 года до конца 2026 года. И здесь мы снова видим ту же самую закономерность. Сначала возникает военное напряжение 6 по 10 мая 2025 года, а затем происходит транзит Раху 18 мая 2025 года, который фиксирует новую фазу мировых процессов. И именно такие моменты в мундальной астрологии часто указывают на периоды глобальной нестабильности. А теперь давайте перейдем к главному примеру, ради которого мы сегодня и начали этот разговор, к ситуации вокруг Ирана. Активная военная фаза напряжения вокруг Ирана началась 28 февраля 2026 года, когда происходят первые серьезные удары и конфликт переходит в открытую фазу. Но если мы посмотрим на астрологическую картину, мы видим, что буквально через несколько дней происходит очень важный транзит. 6 марта 2026 года Сатурн перешел из знака Водолея в знак Рыб. А транзит Сатурна, как мы уже знаем, длится 2,5 года. И здесь я хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Давайте вспомним крайний пример, который мы только что разбирали. 29 апреля 2022 года Сатурн перешел из Козерога в знак Водолея. И мы видим, что крупный военный конфликт между Россией и Украиной, который начался 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор. То есть конфликт начался до перехода Сатурна, а затем после его перехода ситуация вошла в долгий и затяжной цикл. Именно поэтому в мундальной астрологии мы всегда очень внимательно смотрим на такие транзиты. Логично предположить, что ближайшие 2,5 года могут стать очень непростым периодом для всего Ближнего Востока и не только. Теперь давайте посмотрим, как оценивают нынешнюю ситуацию вокруг Ирана некоторые известные индийские астрологи. Я хочу привести мнение 3 знаменитых индийских астрологов, которых лично я очень уважаю и хорошо знаю.
На нашем канале еще будет достаточно много с этими людьми различных интервью на разные темы. Эти гуру, которые много десятков лет анализируют геополитические процессы в мире. И тут хочу обратить ваше внимание на интересный момент. Несмотря на то, что они работают в рамках одной традиции ведической астрологии, их прогнозы могут разниться и не совпадать полностью. Это как раз показывает, как работает мунданная астрология. То, о чем я говорил вам выше и в раннем ролике. Мунданная астрология никогда не предсказывает точные даты войн, их окончания, любых конфликтов и так далее и тому подобное. Первое мнение – это господина Гопала Кришнана. Он говорит, что нынешняя ситуация будет и дальше обостряться, но она закончится до конца марта сменой режима. Народ Ирана свергнет исламское правительство, выберет демократическое светское правительство. Второе мнение – это господина Венкатрамана. Он утверждает, что конфликт может продолжаться еще несколько месяцев, пока страны не объединятся и не убедят обе стороны прекратить конфликт из-за экономических проблем, которые возникнут и еще больше ухудшат экономическую ситуацию в мире. Третье мнение – это мнение господина Нарайана. Он подчеркивает, что этот конфликт закончится в течение следующих нескольких месяцев. Обе стороны достигнут соглашения о взаимном сосуществовании, и санкции против Ирана могут быть даже сняты. И вот здесь очень важно понять одну вещь. Даже среди очень опытных астрологов нет полного единства прогноза. Почему так происходит? Потому что мунданная астрология показывает цикл времени и потенциал событий. Но конкретные решения принимают люди, политики, правительства, лидеры стран. На события влияет не только положение планет, но и коллективная карма стран и народов. Но одно можно достаточно уверенно сказать. Переход Сатурна 6 марта 2026 года открыл новый цикл примерно на 2,5 года. И это означает, что ситуация на Ближнем Востоке в ближайшие годы могут остаться очень сложной и напряженной. Друзья, мне будет интересно узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, что вы думаете о нынешней ситуации. Я всегда читаю ваши комментарии и стараюсь отвечать, поэтому давайте продолжим этот разговор уже под этим видео. Если вам близок такой формат анализа, поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал. Чтобы не пропустить следующие выпуски, а также задавайте свои вопросы. Какие темы вы хотели бы, чтобы я осветил в следующих роликах? В ближайшее время на канале выйдет несколько очень интересных роликов. Во-первых, мы подробно разберем, что означает переход Сатурна 6 марта 2026 года для каждого знака по системе Раши, по лунному знаку. Это будет прогноз на 2,5 года для каждого знака. Во-вторых, мы говорим о планетах Раху и Кету и о том, какую роль они играют в судьбе человека. Я давно вам обещал рассказать об этих планетах. И еще один выпуск будет посвящен продолжению темы карма и отношения, о которой вы часто пишете нам в чат-бот. Спасибо, что смотрите наш канал. До новых встреч. Увидимся уже в следующем видео.